Кинокомпания Universal Pictures, студио Канал и Miramax Films представляют фильм производства компании Working Title. Еще один год и еще один дневник. И снова, как я не брыкалась и не вопила, мне пришлось тащиться на мамину индюшку в соусе карри, с которой был связан один из самых больших конфузов в моей жизни. Дорогая, молодец, что приехала. И, как обычно, в этот день дом был под завязку забит самыми опасными извращенцами Соединенного Королевства, для маскировки принявших обличье ближайших друзей моих родителей. Здравствуй, Бриджит. Здравствуй, Уна. Спасибо, не надо. Славный джемпер. А то, что под ним, интереснее. Дядя Джеффри. Здравствуй, Здравствуйте. прелестница. Здравствуй, родная. Здравствуй, папа. Как настроение? Хоть вешайся. И все же этот праздник отличался от предыдущих разительно. Милый джемперок. Вкус маму никогда не подводит. Это верно. Рене Зельвегер, Хью Грант и Колин Фирт в фильме В конце любого рассказа всегда интересно, как дальше складываются отношения героев. Марии и капитана фон Трапа, Белоснежки и Синегномов, Марка Дарси и Бриджит Джонс. Наконец-то и в моей жизни случилась история с хэппи-эндом, и ничто на свете не может его испортить. Ну, почти ничто. Бриджит Джонс, какого дьявола ты там застряла? Я ищу для приземления кустик пошире. Падай лучше на задницу. Бриджит, если не хочешь узнать об увольнении на высоте 1800 метров, ты должна прыгнуть ровно через 3 секунды. 3, 2, 1. Крупно, Бриджит. Затяжные прыжки. Что это, бить жителей тихих поместий и спасателей или очень увлекательное и безопасное хобби? Попробуем сейчас это выяснить. Ну, прыгай! Ради всего святого! Вторая камера, вы держите ее? Да, она у нас в кадре. Бриджит, открывай парашют. Открывай! Открывай свой хренов парашют! Дергай кольцо! Разобьешься! Ты подумай, стоит забыть о какой-то дурацкой мелочи, и все сразу начинают относиться к тебе как к полной идиотке. Бриджит Джонс. Грани разумного. В ролях Джим Бродбент, Джемма Джонс, Джасинда Барретт, Джеймс Коллис, Ширли Хендерсон, Селли Филлипс, Нил Пирсон и Джессика Стивенсон.
Композитор Гарри Грегсон Уильямс. На чем я остановилась? Ах да, Марк Дарси. Так что же происходит после того, как герои на фоне заката уходят вдаль? Бриджит. Земля вызывает Бриджит Джонс. Черт бы ее побрал. Бриджит, работай. Ты в эфире. Итак, с вами Бриджит Джонс. В программе «Девиз Британия» прямо из кучи свежевыделенных экскрементов. Вторая камера. Возьмите какую-нибудь свинью покрупнее. Оператор Эдриан Бидл. Мелкие неудачи на службе бывают у всех. Зато я нахожусь в фазе активных отношений со зрелым мужчиной 6 чудесных недель, 4 сказочных дня и 7 бесценных часов. Или можно сказать иначе. Мы уже 71 раз от души пораспутничали. По мотивам романа Хелен Филдинг. Он перестал заноситься, а я бросила курить. Это он так думает, что в принципе дело не меняет. Марк Дарси – совершенство. Он не алкоголик, не трудоголик, не извращенец и не маньяк. Он секс-бог. И к тому же адвокат по защите гражданских прав и свобод. В общем, настоящее чудо. Бриджит довольна. Хватит пожирать меня глазами, пока я сплю. Займись чем-нибудь. Прости. Как видите, немыслимо, но факт. Годы запустения остались в прошлом. Режиссер Бибен Кидер. Бриджит Джонс в любви больше не относится к касте неприкасаемых. Доброе утро, Бриджит. Опаздываешь? Да, прости. Прокувыркалась со своим парнем. Он у меня адвокат, если помнишь. Да, помню. До сих пор не могу прийти в себя после такой фантастической ночи. Может, позвонить ему? Нет. Конечно, важно говорить своему парню, как он красив без одежды, но меня зовет к работе Пулитцеровская премия за бесценный вклад в журналистику. Алло? Это Бриджит. Я хотела узнать, как самочувствие. Все хорошо, спасибо. А ты как? Прекрасно. Только я все еще на взводе после наших безумств в постели. А воспоминания о твоей роскошной заднице заводят еще больше. Спасибо. Но вообще-то у меня встреча с послом Мексики, главой организации «Международная амнистия» и замминистра торговли и промышленности. А с тобой я говорю по громкой связи. Все понятно. У меня тоже полно чрезвычайно важных журналистов. Бриджит, мы давно ждем твой репортаж о веселом хомячке Томми. Я закончу и перезвоню. Отлично. И еще Ричард хочет с тобой поговорить о прыжке с парашютом в дерьмо. Вот черт. О, боже. Неужели моей карьере конец? Нет, ни за что. Я не сдамся. Я само воплощение сверхпрофессиональной и честной журналистики. Бриджит Джонс в программе «Девиз Британия» прямо из кучи свежевыделенных экскрементов. Я говорила, что не умею прыгать с парашютом, чрезвычайно боюсь высоты, и мне было очень трудно сосредоточиться. Успокойся, Бриджит. Наверху все в восторге. В восторге. Там хотят, чтобы мы тебе дали еще одну рубрику. Боже мой, это же... Я не подведу тебя, Ричард. Добрый, Надеюсь. живущий по принципу. Приехав в Рим, побывай в римских постелях. А если вас интересуют более интеллектуальные развлечения, займемся и вами. Забудьте о форуме и уж тем более о Колизее. В этих местах больше не режут христиан, поэтому там скучно. Забудьте о Сикстинской капелле. Ее автор открыл голубое течение в искусстве дизайна по интерьеру, Что как ни делает на странно, телевидении лишило этот его разума. щеголь Дэниел Вместо этого Кливер? сосредоточьтесь. Учит путешественников нетрадиционному отношению к наследию культуры. Прекрасная и не менее спокойная профессоре Джованна Добраши, которая продемонстрирует мне свой диптих. Такой же придурок, как и был.
Вот парадокс. А он о тебе очень тепло отзывается. Честно? Да. Может, пойдем куда-нибудь вечерком? Не выйдет, Ричард. Я со своим парнем ужинаю. Он адвокат, ты знаешь. Знаю. Мы решили устроить романтический ужин. Бриджит Джонс? Бриджит, это я. Я как раз о тебе говорила. Я сегодня задержусь на работе. Не обидишься? Ясно? Нет, все нормально. Точно? Задерживайся, если хочешь. Кинь его, пока инициатива еще в твоих руках, и ты не беременна. Он всего лишь задерживается на работе. Это Марк так говорит. Спустя полчаса он верхом на своей помощнице будет звонить, чтобы ты разогревала ужин. Друзья, годами они ищут тебе парня, но когда это происходит, уговаривают тебя его бросить. Может, пока он не трахает ее, Бриджит, но уже думает. Если у мужчины женщина с большой грудью, то соблазнять он станет ту, у которой грудь малюсенькая. Чепуха. Марк выше таких глупостей. Тревога, Медуза. Тревога, Медуза. Джейни Осборн. Разговаривать с ней все равно, что плавать в море рядом с огромной медузой, которая тебя постоянно жалит. Бриджит, ну как у тебя дела с твоим божеством? Думаю, ты довольна, что завела наконец парня? Так, первый раз ужалила. Ты идешь с ним на ужин юридического совета? О, уверена, он тебе еще скажет. Но платье натягивать уже пора. Значит, он тебя отпустил, чтобы ты немного развлекла своих одиноких подруг. Мило. Да нет, он готовит одно серьезное дело. Единовременное освобождение мексиканских узников. У нас сегодня поздний романтический ужин. Правда? Одно только странно. Я недавно видела, как он привез к себе Ребекку Гиллис. Ей 22, а ноги у нее вот такие. И отец владеет половиной Австралии. Всего. Что за Ребекка Гиллис? И что ей нужно в доме моего парня? Он даже меня туда не приглашает. И ноги у нее вот такие, а у меня только вот такие. У тебя отличные ножки, Бриджит. Ножки скалолаза. Надо прямо сейчас лететь к нему и спросить: дорогой, ты уже спишь или еще не спишь с Ребеккой Гиллис? И если он скажет: Я не удостою этот вопрос своим ответом. То ты будешь знать, что он уже. 9:22 вечера. Дом Марка. Любые отношения строятся на доверии. Марк никогда меня не предаст. Все разъяснится, и мы, как прежде, будем трахаться даже на кухне. О, Господи, еще чуть-чуть. Господи, что это такое? Еще пара секунд, и я буду внизу. Кто это? And I can't help but wonder if she knows what's going on. You took a look, but don't know how it feels when you realize you're not the only one. Ну что, давай начнем? Как же ты нетерпелив. Бриджит Джонс. Вот еще. Я Бриджит Джонс. Я это имела в виду. А вы, видимо... Ребекка Гиллис. После рассказов Марка мне очень хотелось с вами познакомиться. Почему? Что он говорил? И вообще, где Марк? Знаете... Бэби, кто там? Бекки? Вот как. Вот так. Так. Бриджит? Здравствуй, Марк. Здравствуйте, юристы, которые работают с Марком. Добрый вечер. Все под контролем, я вижу. Отличная диаграмма. Роскошные ножки. Спасибо. Извини.
Я жутко виновата. Я подумала... Сама не знаю, что подумала. Ты, наверное, страшно зол на меня. Нет, я вовсе не зол. Ты можешь прямо мне все сказать. Это же не конец света. Я налью тебе вина. Дело в том, что я встретила Дженни Осборн, и она сказала, что видела тебя с девушкой, у которой длиннющие ноги. Шайза и Джуд сказали, чтобы я срочно мчалась сюда. И выполняя приказ Верховного командования твоей личной жизнью, ты помчалась. Ты все же злишься. Нет, я не злюсь, но я опечален. Опечален? О, Господи, это еще хуже. Мне жаль, что не могу сейчас отвезти тебя домой. Зачем же ты их собрал? Да? На ужине в пятницу у меня будет время с ними поговорить. Поедем? Я не возражаю. Глупая Бриджит, глупые друзья. И чудесный, верный Марк Дарси, который любит меня такой, какая я есть. Что ты там делаешь, позволю знать? Одеваюсь. А зачем притворяться, что ты в палатке? Затем, что я не хочу, чтобы ты видел мои жирные складки. Бессмысленная затея. Я весьма высокого мнения обо всех твоих жирных складочках. Честно? Абсолютно. И сейчас самое время еще разок на них взглянуть. Are you digging on me? Yeah. I'm digging on you now, baby. Yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah. Он и правда очень, очень, очень мил. All the time I knew Я уже по тебе скучаю. and you promised me Я по тебе тоже. that you would be mine. Only me. Yeah. Are you digging on me? Yeah. Я еще никогда в жизни не была так счастлива. Главное — удержаться от навязчивых идей и дурацких фантазий. Марк и Бриджит, у них все по-настоящему. Бриджит Дарси. Миссис Дарси. Мистер и миссис Дарси. Лорд и леди Дарси. Интересно, а каким отцом был бы Марк Дарси? Я имею в виду своим детям, а не мне. Иначе это попахивало бы патологией. Наконец-то жизнь стала налаживаться. Бриджит Джонс, журналистка, любимая женщина, невеста, жена, мать. Проклятие. Тебе никогда не хотелось заняться этим в темноте с незнакомым мужчиной? Ну хорошо, пусть не совсем незнакомым. Пошел вон, Кливер. Или я подам на тебя в суд за домогательство. Я серьезная журналистка. А это самая серьезная твоя юбка? Нравится? Ты вроде ненавидишь телевидение. Я ненавижу его смотреть. А вот самому оказаться, здрасте, на экране совсем другое дело. Дэниел, мадридский репортаж удался. Выше всяких похвал. Спасибо, Джереми. Блеск. Благодарю, дружище. Ребята поработали на славу. Да, козел. Меня от него тошнит, как от Марка Дарси. Ты с ним все еще... Да, я с ним. Я останусь с ним много-много долгих лет. Вот и прекрасно. Ты ведь знаешь, с каким трепетом я отношусь к его женщинам. Это не смешно. А если серьезно, поверь, я от всей души говорю. Я волнуюсь за тебя. Тебе ведь известно, что жены юристов в большинстве случаев умирают от тоски. И по-прежнему трахаешь все, что движется? Вообще-то нет. Я больше никого не трахаю. У меня антитрахотерапия. Посещаю спецкурс. Обсуждаю с людьми вроде меня свои чувства. Обнимаю падших. Я тебе не верю.
Я пытаюсь стать хорошим парнем, Бридж. Иначе в другой раз, встретив приличную женщину, я опять профукаю свой шанс. Дэниел, встреча? Да, спасибо. Очень славная прическа. Да, кстати, может, поужинаем сегодня? Нет, Кливер. Я иду на ужин юридического совета. Это очень важное мероприятие. Я не надену это. Бридж, ты хочешь обзавестись потомством, пока у тебя климакс не наступил? Доверься, мне это помогло. Магда, моя единственная взрослая подруга, замужем за компаньоном Марка. Ее помолвка состоялась как раз после ужина юридического совета. Попробуй с платьем. О, Господи! Помните, мы пытаемся уменьшить ваш размер на 15%. Вы тянете спереди, я буду тянуть сзади. Раз! А что там происходит? Неплохо, да? Воля! Фантастика! Так, приступим к волшебству. Я кардинально преображаюсь. Принцессу. Здорово! Как приятно оказаться в руках гения. Блестяще. Я охренительно преобразилась. Что бы ни случилось, Бридж, Вот проклятие. не гладь их утюгом. Все намного хуже, чем я думала. Попробуем закрепить на брил-крем. А может, парик? Юристы любят парики. Я бы предпочел золотое. Ты что, ни в коем случае. Только не вздумай золотое. Блеск. Опаздываю, на голове бардак, плюс едва дышу в этих кошмарных панталонах. Господи, как я волнуюсь. А вдруг кто-нибудь скажет: Бриджит Джонс, убирайся отсюда, ты просто смешна. Хватит. Самое главное — выглядеть совершенно естественно и входить спокойно и с достоинством. Привет. Прости за опоздание. Здравствуйте. Бриджит, тебе нужно посетить дамскую комнату. Я ее уже посетила перед выходом. Поверь мне. Ничего, о грехе макияжа. Зато у меня хватит мозгов, чтобы компенсировать эту неловкость. Спасибо. Бриджит. Здравствуйте. Дерек, Горацио, Камила. Горацио? Да, Горацио. Горацио только что сказал, что он против всякой благотворительности. Что? Ну, вы это наверняка не всерьез. Напротив, возьмем уличную попрошайку. Вы поможете ему, подав 50 пенсов? Ну, может, он просто голоден. Не будьте столь наивны. Люди, которых увидите возле подземки, сами выбрали этот путь. Да вовсе нет. У одних могут быть чудовищные семейные проблемы, другие, к примеру, могли потерять всех своих близких, скажем, во время жуткой аварии, а некоторые просто отчаялись изменить свою жизнь. Хотя, честно говоря, какие еще выводы способен сделать плешивый, безмозглый Тори, живущий в загородном доме и принадлежащий к верхней прослойке среднего класса? Как я держусь? Ты на всех произвела впечатление. Я посадил тебя с Джейлсом Бенвиком. Разве я сижу не с тобой? Нет, он очень мил. Но его жена только что сбежала с одним из его компаньонов. Но, возможно, он не будет об этом упоминать. Я всегда знал, что мы из разных весовых категорий. Видите ли, есть птицы высокого полета, как Аннабелла или Марк Дарси.
Есть роскошные девушки, как Ребекка, например. Есть мы, все остальные. Мы, в смысле, я и вы? Да, безусловно. Попробуйте трезво оценить наше положение. Мы с вами по ошибке попали в зал VIP. И рано или поздно нам неминуемо укажут на дверь. Милорды, леди и джентльмены, приступаем к викторине. Превосходно. Я обожаю викторины. Столько лет дулась в Trivial Pursuit, теперь мне это поможет. Прошу вас всех подвинуть поближе звонки. Готовы? Начинаем. Что такое фригольд, основанный на монореальном обычае? Привилегированный копигольд. Да. Какая фраза произносится во внутреннем темпле во время второй инсценировки судебного процесса в осеннем триместре? Да? Амос видента фруктис. Очень хорошо. Что такое обходная передача правого титула? Непомерная плата, обвинение в нарушении обещания, выражение damnum sentit dominus. Переведите redendo singula singulis на древнегреческий. Я полагаю, вот ответ. Хипотамой кретемнон луэстой. Совершенно верно. А теперь последний решающий раунд. Категория современная культура. Кто разработал фасон подверечного платья принцессы Дианы? Эммануэли. Верно. Отлично, Бриджит. Назовите героиню сериала «Жены футболистов», которая в весьма запоминающемся эпизоде подожгла свои собственные груди. Шардоней. Верно. У нас определились 2 претендента на главный приз. Остался последний вопрос. Какой первый сингл Мадонны был выпущен в Великобритании? Lucky Star. Простите, дорогая, я не расслышал. А вы в этом совершенно уверены? Может быть, Holiday? Нет, все думают, что Holiday, но это ошибка. Впервые я дождалась своего звездного момента. Можете взять нож, отрезать мне голову и сварить ее на ужин в случае промаха. Точный ответ – Lucky Star. Нет. Правильный ответ. Это Holiday? Holiday. Да, совершенно верно. Ожидаемый результат. Победителями 42-й ежегодной викторины юридического совета становится команда крутых юристов. Рада была встрече. Да, и я. Спасибо, ребят. Спокойной ночи. Почему ты весь вечер со мной не говорил? В этом весь ужас торжественных вечеров. Ну, ты общался с Ребеккой, разговаривал с Горацио. Я не смогу вписаться в компанию твоих друзей. Пока будешь звать их плешивыми, безмозглыми Тори, разумеется, не сможешь. Ну, ведь они в самом деле плешивые, безмозглые Тори. Кроме тех, кто еще не облысел. Наверное, ты тоже считаешь, что неимущие свою бедность заслужили? Не смеши, ради бога. Так я и смешна к тому же. Ну да, сегодня была немного. А вот ты был заносчивой задницей. Я совершила большую ошибку, пригласив тебя, да еще в таких огромных трусах, в свою жизнь. Пока. Предложи ты мне это сегодня, я бы сказала нет, между прочим. Что предложи? Бриджит? Что предложи? О, Господи.
Господи, я это сделала. Я ушла. Всего минуту назад он был мне ближе, чем кто-либо другой на всем белом свете. А сейчас я вообще не хочу его видеть. Прошу. Если вы хотите оставить сообщение для Марка Дарси, говорите после сигнала. Алло, это Бриджит. Я очень виновата. Извини, кто-то звонит в дверь. Только не уходи. Мне нужно тебе что-то очень важное сказать. Да, кто это? Это я, Марк. Ой, понятно. 1 минуту. Я говорю по телефону. Оказывается, это ты. Я тебе перезвоню. Если ты пришел не бросить меня насовсем, в таком случае прощай и спасибо тебе за все и извини. Господи, пожалуйста, не бросай меня, не бросай меня. Ну уж если ты все решил, пожалуйста, передумай. Я правда больше не буду так. А если ты пришел не бросать меня, прошу в следующий раз вести себя приличнее. Невыносимый сноб. Чего ты хочешь? Подняться? Ведь в конце концов ты моя девушка. Несмотря на то, что я назвала тебя заносчивой задницей? К сожалению, да. Проблема в том, что я тебя люблю. Что? Я тебя люблю. Прости, я опять не расслышала. Я сказал, люблю тебя, черт подери. Ну, хорошо, и не нужно кричать. Я спущусь, тебя открою. Возможно, он пригодится тебе в будущем. Он сказал, что любит меня. Сказал, что любит тебя? Сказал, что любит меня. Что он теперь делает? Он спит в моей постели. Возвращайся к нему, Бридж. И что бы ни случилось, сохраняй абсолютную невозмутимость. Бриджит, ты снова за старое. Извини. Сегодняшний вечер прошел не так, как мы планировали. Но именно сегодня я хотел задать тебе один важный вопрос. Правда? Да. Мне уже давно хотелось тебя спросить. Но я не мог придумать, как бы это лучше сделать. Дорогая Бриджит, ты хочешь уехать из города на пару дней? Да. Это не просто маленькие каникулы. Это настоящий праздник в раю. Я немного преувеличила, сказав, что у меня огромный горнолыжный опыт. Но если честно, неужели это так сложно? Идем? Я знаю, мне ужасно понравится кататься на лыжах. Это так романтично и так успокаивает. Готово? Поднимаем. Боже мой, зачем?
Бриджит? Ребекка, а вы откуда здесь? Марк не сказал, что мы все приехали? Нет, он не сказал. Именно я порекомендовала всем нашим это место. Я сюда езжу с 11 лет. Ну да, уже целых 3 года. Давайте руку, вставайте. Вот, вставайте. Вот, хорошо. Спасибо. Встала? Да, встала, конечно. Пойдем. А что здесь Ребекка делает? Так вышло. Я обмолвился, что мы едем сюда. Она тоже попросилась. Я же не мог сказать нет, верно? Хватит ворковать, голубки, может, тронемся? Знаете, я пропущу, пожалуй, а вы езжайте. До встречи внизу! Уверена? Абсолютно. Через минуту я буду в форме. Отлично. Увидимся в лагере. Скотина. Как он мог меня бросить? Вот так. Романтическое путешествие превратилось во встречу коллег-адвокатов. Просто не верится, что после 8 недель безмятежного и непрерывного секса мы начали ездить отдыхать всей гурьбой. Минуточку. Что? 8 недель? Это невозможно, правда? Безмятежного и непрерывного. О, Господи, я беременна. А теперь я еще и разобьюсь. Ничего не вижу! Ну и бочка! Кто это? Мы видим довольно эксцентричное, но весьма азартное выступление совершенно незнакомой лыжницы, которая обеспечивает себе бронзу. Я бы хотела купить тест на беременность. Тест на беременность. Ich bin, возможно, mit baby. Kinder. Я лежу на спине, а он machen Sie lieben со мной. Она беременна. Нет, 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 не беременна. У нее газы. Презервативы? Nein, nein, nein. Может быть так, а может быть так. По-моему, у нее проблемы с психикой. Тогда таблетки ей не помогут. Слушайте, я девочка, и вот встретила мальчика. Фройлен, а встретила про мальчика. И, возможно, я теперь meet baby. Угу. Ну что ж, меня ждет момент истины. А вдруг я правда беременна? Главное, раньше времени не обольщаться. Постоянный мужчина и ребенок – это слишком большая удача. Бриджит, я тебя ищу повсюду. Думал, ты сломала ногу или... О, Господи. Ты не... Может быть. А вдруг все же да? В таком случае... Это было бы замечательно. Хоть и немного не вовремя. Ты вправду? Узнаем через 3 минуты.
А кого бы ты хотел, мальчик или Какое девочка? это имеет значение? Хотя, наверное, я всегда мечтал, что у меня будет сын. Марк Дарси II. А может быть, лучше Ханк? А может, Ривер? Мы могли бы дать ему чудное древнееврейское имя. В любом случае, я научил бы его играть в крикет, регби, а потом навещал бы его в Итоне. В Итоне? Да. Там учатся вот уже 5 поколений Дарси. Мой сын никогда не уедет из своего дома. Тем более в это фашистское заведение, где тебе в задницу забивают кочергу, которую ты не вправе оттуда вытащить до конца своих дней. Ясно. Я не имела в виду... Разумеется, нет. А твой вариант? Кормить его грудью, пока не вырастет, и отправить в новаторскую школу, где он будет распевать желтую подводную лодку и практиковать групповой анонизм? Ты абсолютно прав. Это безумие позволить ребенку наслаждаться учебой и жить в своем доме. Безумие вообще заводить ребенка, если его родители не могут ничего решить, не начав, в конце концов, орать друг на друга. Тест отрицательный. Да. Очень жаль. Да, печально. Может, пообедаем завтра где-нибудь и все забудем? Теоретически мысль хорошая, но ведь завтра мы обедаем у твоих. О, боже. Привет! А мне пришла в голову идея позвать твоих родителей. Очередной кулинарный триумф моей мамочки. Все в миниатюре. Мини-булочка с патокой, адмирал Дарси. Нет, благодарю вас. Мини-пудинг лишил меня последних сил. Влюбленные голубки, вы собираетесь объявить торжественную дату? Уверена, Бриджит не терпится услышать звон свадебных колоколов. Мы пока это и не планируем. Правда, Бридж? Что вы? Конечно, нет. Куда спешить? Прекрасно. С этим разобрались. Адмирал, тяжело приходилось в открытом море. Ты про это серьезно говорил? Про что? Не притворяйся, ты знаешь. Нет, откуда мне знать? Про это. Мы сегодня про что только не говорили. Весь вечер исключительно разговорами занимались. Так что... Про то, что ты пока еще не планируешь, по твоим словам. В чем дело? Давай выпьем. Я схожу в туалет, а потом вернусь, и мы все обсудим. Если вы хотите оставить сообщение для Марка Дарси, говорите после сигнала. Марк, это Ребекка. Ты дома? Судя по всему, нет. Наверное, все еще с Бриджит. Кстати, надеюсь, обед с родителями прошел успешно. Уверена, ты был, как всегда, почтителен и вежлив. В любом случае, когда вернешься, перезвони. Я хотела заскочить к тебе, выпить по стаканчику. Но, наверное, это дурацкая затея. Да и Бриджит, вероятно, у тебя. Спокойной ночи.
Господи, ну что еще? Да или нет? Ты спишь или не спишь с Ребеккой Гиллис? Я не удостою ответом этот вопрос. Понятно. Я ведь отлучился на секунду. Бриджит! Бриджит! Это не твое пальто. Ты прав. Бриджит, что ты делаешь? Я читала, что нельзя встречаться с человеком, если ты знаешь 3 причины против этого. И ты их знаешь? Да. Ну и какие? Во-первых, ты меня стесняешься. Я не катаюсь на лыжах, не езжу верхом, не знаю латыни. Да и ноги у меня вот такие, и я всегда буду слегка полновата. Зато ты, укладываясь спать, сворачиваешь свои трусы. Постой, эту причину я отвергаю. Ну, хорошо, это не причина. Между прочим, и ты не идеален. Ты абсолютно на всех смотришь сверху вниз. Ты не способен хоть изредка действовать спонтанно и проявлять какие-то чувства. Такое ощущение, что ты хочешь в каком-нибудь зале VIP найти необыкновенную женщину, в которой тебе ничего не потребуется менять. Бриджит, это бред. А может, ты ее уже нашел? Ты хочешь, чтобы мы поженились? Но я... Видишь, ты даже не можешь собраться с силами, чтобы за меня бороться. Сама не верю, что я это сделала. Бриджит Джонс, старая дева. What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to make you care? What do I gotta do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I gotta do to make you want me? What do I gotta do to be heard? And what do I say when it's over, babe? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. Why can't we talk it over, babe? Oh, it seems to me when sorry seems to be the hardest word. Прошло 5 недель. Вес 1,5 тонны. Наслаждаюсь романами с 2 мужчинами сразу. Одного зовут Бен, другого Джерри. Текущее число постоянных партнеров – 0. Количество звонков от бывшего парня – У вас абсолютно ни одного сообщения, ни единого, даже от вашей мамы. Алло, здравствуй, дорогая. Ты не забыла про семейный обед? Ну, конечно, забыла. У меня смертельная депрессия. Не говори ерунды, Бриджит. Встретимся в 12 в Деббенхэмс. Мама,
Я думал, мы идем просто перекусить. Терпение, дорогая. Я приготовила для тебя большой сюрприз. Чё? Надо говорить ничего. А что? Тра-ля! Ну, что скажешь? Боже мой. Твой отец на мне женится. Да ведь вы уже женаты. Мы решили повторить обряд и подтвердить клятвы верности. Ты будешь подружкой невесты и абсолютно вся одета в бледно-лиловое. Причем в бледно-лиловое задрапируют и всех остальных. О, Господи, мне замужество не светит. Зато мои неуемные родители делают это уже во второй раз. Конец уже близок. И это тебе известно. Нью-Йорк. Большое и сочное яблоко. Город, который никогда не спит с одним и тем же человеком 2 ночи подряд. Мое самое любимое место в Америке, где секс в большом городе не просто фильм. Это обещание. Простите. Танцуй, несчастная. У меня для тебя хорошие новости. Ну да, конечно. Что ты еще придумал? Я беру интервью у разработчика ракет, а он в очках со встроенным рентгеном глядит мне под юбку? Не то. Слушай, чертовски хорошая идея. Нет, программа путешествий пользуется большим успехом у женщин, но руководство хочет расширить аудиторию и к Щоголю-гиду добавить гидшу. Меня? В пару к Дэниелу Кливеру? Вполне логичный ход. По-моему, следующее путешествие у них намечено в Таиланд. Вот еще. Я не ввяжусь в это. Можешь меня хоть 1 000 000 лет уговаривать. Не понял. Я, между прочим, лучший журналист на нашем телевидении, а не безмозглая девка в бикини. Правда. Сильное утверждение для того, кто толком не знает, где находится Германия. Кто тебе сказал? Кливер. Он сказал, что у него нет желания работать с человеком, думающим, что Иран – девушка Дэвида Боуи, и не знающим, где находится Германия. Дэниел Кливер – женофоб, обманщик и один из мерзейших представителей рода человеческого. Я бы с ним в один лифт не вошла, не то что вместе работать. Брось, Джонс, наверняка тебе во мне что-то нравится. Что ж, у тебя красивая тачка. И неплохие манеры, правда, за пределами спальни. Пожалуй, это все. И вот еще что. Я знаю, где находится Германия. Встречный вопрос. Тебе известно, где находится твоя задница? Сообщаю, мне известно, где находится моя задница. Как и ее, впрочем. Брось, Джонс, это была всего лишь шутка. Глупая и не смешная. Ну так скажи. Что? Где она? Где Германия? Рядом с Францией. И? И еще с Бельгией и Польшей. А наверху у нее море. Ну и какое же? К черту. Слушай, я думаю, нам стоит всерьез обсудить предложение Финча. Я еду снимать в Таиланд, Джонс. Будешь моей маленькой проводницей? Таиланд? Он тебя отдерет еще в Хитроу. Ничего со мной не случится. Я исключила из жизни мужчин. И сигареты, и углеводы. Мы не можем тебя отпустить. Да еще одно. Прошу вас, довольно. Я умудренная опытом женщина, профессионал своего дела. И я поеду в Таиланд по своей личной программе. Большое всем спасибо. Черт, извините. Черт побери. Проклятие. Теперь, когда к нам Извините. присоединились последние пассажиры, мы Какая можем радость. отправляться в путь. А уж мы как рады. Мы что, не вместе сидим? Вот мерзость. Я думаю, что нам сейчас ни к чему устраивать скандал. Простите, я пройду? Извините. Вас как зовут? Меня Клайв. Бриджит. Еще раз добрый день, дамы и господа. На борту вам будут предложены разнообразные товары магазина беспошлиной торговли. Все подробности вы можете узнать в каталоге. Бесподобные люди эти тайцы, в особенности девушки.
Ну, вы понимаете, о чем я? Стоп! Хватит! Боже! О, боже! Прошу Что вас, вы мадам. делаете? Следуйте за мной. Смотрите, вы меня всего облили. А мы куда? Извините. Благодарю. Хуже, чем в школе. Правда, я тут ни при чем. Это все Тоник, он... Прошу вас. Он выплеснулся из банки. Я не мог смириться с тем, что ты в хвосте, Джонс. Грэм, большое спасибо. Вы лучший стюарт из всех, кого мне приходилось встречать. И самый умный, если позволите. Спасибо, сэр. Я думала, ты уже там к съемкам готовишься. Очень надо. Я придумываю на ходу. Джонс, впереди 13 часов полета, и мне нужно хоть как-то развлекаться. Поведай мне вот что. Как ты ездила на соревнования по нетболу, и особое внимание удели инциденту, который произошел с тобой в душе? Я не участвовала в соревнованиях, не училась в школе и не мылась в душе. Ну что ты врешь, Бриджит Джонс? Я тебя разговорю. Не выйдет. Джонс, если будешь киснуть, мне придется погрузиться в миссис Даллоуэй. Она только этого и ждет. Грязная шлюха. Прибыли в Бангкок. Очень жарко. Наконец-то можно с головой нырнуть в серьезную журналистскую работу. Таиланд издревле привлекал путешественников со всего света возможностью духовного обновления и кармического очищения. На протяжении веков чужеземцев непреодолимо тянули и сам Бангкок, и его святыни. Истинная правда. Даже я не стал исключением, как не сопротивлялся. С самой первой минуты я почувствовал, как меня неодолимо влечет сюда, в храм спокойствия. Характерное для Таиланда удивительное слияние традиций, инноваций Востока и Запада ничто не иллюстрирует лучше, чем это. Чудный восточный массаж. Еще одной достопримечательностью Таиланда является поразительная восточная кухня. Сейчас я попробую один из самых изысканных местных деликатесов. Господи! Восхитительная заранча. Попробуй. Нет, я не могу. Браво, Джонс, это невероятно. А это остров Кофан, где разворачивается действие знаменитого тайского стихотворения, которое тебе ужасно понравится, Джонс. Оно повествует о принце, который всю жизнь вел себя отвратительно, пока не встретил прекрасную, но, как часто бывает, слегка полноватую принцессу. Снова дразнишь меня? Поэзия не повод для шуток. О, Суварнамали, почему ты не видишь, как я тебя боготворю? Почему ты избегаешь и отвергаешь меня? Если ты оставишь меня, как я проживу еще один день? А ты думала, мои познания о Таиланде сводятся к проституткам? Ты хочешь его? Ты что, разумеется, нет. Я не собираюсь с ним спать. Но он очень умный. Да. И красивый. И сексуально озабоченный инфантильный мужчинка средних лет. У каждого свои дефекты. Прости, я не поняла, что ты занята. Он ведь тебе во внуки годится. Так в этом же весь кайф. Девочки, я приготовил совершенно уникальный обед. Джек оказался неплохим парнем. Он, например, искренне интересуется тайской кухней. Никогда бы не подумала, что омлет считается в Таиланде деликатесом, как, впрочем, и грибы. Это волшебное блюдо. Омлет с волшебными грибами? Это просто отвратительно. Я не вижу в этом ничего смешного. Что ж, слава богу, на меня ваше мерзкое волшебство не действует. Весь мир
Минуточку. Бриджит Джонс! Что за звук такой? Это же Дэниел Кривер. Как он невообразимо красив. Джонс, скажи, что это ты вытворяешь? Ты такого дивного цвета. Да, это я, Бриджит. С тобой явно что-то не то. Эй! Черт побери. Я светлый ангел. Какое чудо. Песочек шикарный. Вот бы лежать здесь, голенькой, как в детстве. Пойдем, ангел. А ну, вставай. Порядок? Как ты себя чувствуешь? Полным ничтожеством. Под кайфом ты просто очаровательна. В будущем только намекни. Знаешь что? Я не могу понять, почему ты хочешь со мной встречаться. Очень уж это невероятно. Ради всего святого, Джонс, ты сексуальна. Ты меня веселишь, заставляешь смеяться над собой. И, между прочим, как ни странно, в постели ты лучше всех. Лучше всех. За исключением Саймона Рида. Ну, он был еще в школе. Что ж, признаюсь, ты тоже был неплох. Неплох? Лучше Марка Дарси. А правда, он всегда говорит: прости, но я сейчас кончу. Кто тебе сказал? Это всем известно, разве нет? Признавайся, Джонс, кто кого бросил? И почему? Наше расставание произошло по причине фатальной несовместимости. Я по тебе скучал. Полагаю, ты теперь ни при каких обстоятельствах даже близко не подпустишь мысль о том, чтобы снова мне поверить. Не подпущу. Что ж, мне пора возвращаться в свою маленькую хижину. Большое спасибо, Дэниел. Вечер был чудный. Которая тут большая медведица, а которая малая? Я так и не научилась в них разбираться. Вот это большая. Малая намного дальше от экватора. Перестань. Ты ведь не смыслишь астрономии. Очень даже смысле. Звезды — моя страсть. Джонс, если тебя увлекает наблюдение за звездами, замечу, что с моего балкона открывается потрясающий вид. Можешь сама в этом убедиться. Лучше не буду. Видишь, вон там, куда я показываю? Да, да. Вон там. Это созвездие пояс Ориона. А рядом маленькое, но такое обольстительное созвездие под названием Служанка-медведица. Эта шалунья все время пытается снять с Ориона его пояс. Ну, хорошо. А что ты скажешь об этой? Так, вот это очень-очень известная звезда. А эта звезда находится рядом с какой-то другой звездой, которая уже целую вечность висит на своем месте. Увидев одну звезду, считай, что видел все. А вот девушки бывают неповторимые. Ну да. Я так считаю. Что это за неведомые путы сковали меня, Джонс?
Ты забыл про свою терапию? Ты мое лучшее лекарство. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love. Надеюсь, ты в своих необъятных трусах? О, пожалуйста, пусть на тебе будут эти циклопические трусы, ради бога. О, мои друзья. О, я снова тут с вами. Вы по мне соскучились. А папочка по вам очень. Правда? Постой. Извини. Подожди одну минутку. Извини. О, Боже. О, Боже, 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 Боже. Все хорошо? Да, конечно. Просто немного волнуюсь. Видишь ли, если я останусь сегодня с тобой, это будет означать окончание чего-то важного. Это будет прощание с одним человеком. Бридж. Мы все заслуживаем еще одного шанса. Кроме Гитлера. Да, он умудрился напакостить абсолютно всем. Что? Ничего. Зайдите позже, пожалуйста. Огромное спасибо. Бридж, ну их брось! Вы ведь заказывали на 10:30. Заказывал что? Меня. На 10:30. У меня ваш отель уже в печенках сидит. Всю неделю пристают девицы подобного рода. Вы мистер Кливер, верно? Вчера вы были с Марией. Она сказала, вы много платите. Ну, мы можем совместить? Да нет, конечно, глупая мысль. Бридж, постой, я оступился. Неужели маленькая ошибка помешает нашему восхитительному трахомарафону? А мне не нужен трахомарафон. Да, мне тоже. Ты абсолютно права. Тебе нужен примитивный секс, а я еще большего. Да брось, я тоже. Я чувствую, я знаю, что могу стать другим, Бридж. А я когда стану? Как я могла вляпаться в ту же историю? Дэниел, пошел бы ты в задницу. Там ты можешь перетрахать все живое. Можешь и ее, но уже определенно не меня. Ты выдумал хренов трах-марафон. Ну, плевать. Я получила жестокий урок, и он, конечно, пойдет мне на пользу. Черт! Что? Этот чертов чемодан не хочет закрываться. Ну, давай положим что-нибудь ко мне. Прекрасно. Что это такое? Чаша плодородия со змеей. Джет подарил. Как романтично. Насколько я понимаю, в жизни каждого человека хватает всякого дерьма. Это точно. Ты знаешь, раньше дела у меня шли довольно дерьмово. Верно. Значит, с точки зрения математики и логики, дерьмовые времена у меня вот-вот закончатся. И чего ты ждешь? Ну, возможно, Марк уже трахнул Ребекку, тогда скоро он прибежит к моей двери и упадет на колени. Он будет в мокрой белой рубашке умолять меня вернуться.
абсолютно уверена, что впереди меня ждут куда более светлые времена. Смотри, какой славный пес. Привет. Привет. По-моему, он немного взволнован. Бриджит! Не волнуйся, это, видимо, недоразумение. О, Господи. Задержи самолет. Хорошо. Простите, извините. Это не мое. Ваши? Да. Только не подумайте, что они у меня самые любимые. Вы не имеете права. Я англичанка и прославленная журналистка. Ну, может, и не прославленная, но на вручении наград и премий бывало не раз. Здравствуйте. Бриджит Джонс. Рада с вами познакомиться. Бог ты мой, ну я и попала. Надеюсь, они уже сообщили британскому послу. Да и Шаза наверняка подняла тревогу. А вдруг они и Шазу сцапали? О, Господи, 28 часов. Сколько мне еще здесь сидеть? Джонс! Бриджит Джон! Ты выходить! Чарли Паркер Ноулс, помощник консула. Вы здесь, какое счастье. Да. Пройдемте. Я правда не имею к этому никакого отношения. Джет придумал всю эту авантюру, потому он и вцепился в Шазу. Хоть ее лучшие годы не очень давно, но все же ушли. Да, судя по всему, он просто мерзкое чудовище. Но проблема в том, что все, кто попадается, рассказывают такую же историю. И если мы не найдем этого вашего Джеда и не получим его признание, вашему положению не позавидуешь. Насколько не позавидуешь? Примерно лет на 15-20. 15 лет. Ну, возможно, 10, если повезет. 10 лет? Здесь? Полный мрак. Всю жизнь у меня было ощущение, что со мной должно случиться что-то ужасное. И вот случилось. Бриджит, верно? Бриджит, если точнее. Меня зовут Фрау. Ты мой друг? Руки прочь! Супер, бра! Дашь носить? Плачу за день 2 сигареты. Ну, возможно, я подумаю. Я как раз собиралась завязывать с курением. Но это было до того, как меня арестовали и посадили в тайскую тюрьму на 10-15 лет. Обстоятельства изменились. Нет, в действительности звучит так. Тронутая словно дева. Тронутая в самый первый раз. Нет, ты враг. Не вру. Не фева, а дева. Тронутая. Словно 10 лет? Стоп! Довольно! Довольно. Если уж хотите петь, то пойте, по крайней мере, правильно. В конце концов, Мадонна бы не состоялась, не будь она перфекционисткой. 5, 6, 7, 8, раз.
Дорогие мама и папа, я очень скучаю. Пожалуйста, ответьте мне скорее. Чувствую себя просто паршиво. Бейте, Джон! Все будет хорошо. Не бойся, Бриджит. Сюда! У вас 5 минут. Только 5. Марк? Ты как? О, прекрасно. Мгм. Только мне ужасно страшно. Но у меня нос по ветру. Марк, неужели ты сюда приехал специально? Я был тут по другому делу. И случайно узнал про твою ситуацию. Я не сделала ничего плохого. Я правду говорю. Это все чудовищное недоразумение. Не сомневаюсь. Я подготовил документы, мы все уладим. Я все время думаю о тебе. И хочу попросить прощения. Правда, Марк, правда. За все, что между нами произошло. Да. Не будем терять время. Ты должна кое-кого опознать. Этот человек давал тебе галлюциногенные грибы перед тем, как ты провела ночь с Дэниелом Клевером. Да, это он. Но ты должен узнать, что Это он я дал не... тебе змею, в которой были спрятаны наркотики. Да, это он, это Джет. Но змея была Шаза, а не моя. А что касается Кливера, то... Твоя сексуальная жизнь мне не интересна. Нисколько. Какие-нибудь жалобы есть? Ну что ты. Впрочем, туалеты могли бы быть и получше. Что ж, теперь мне будет намного проще. Власти готовы отказаться от всех обвинений. В данных обстоятельствах они проявляют небывалую мягкость. В течение недели ты выйдешь на свободу. И... Прощай. Марк! Спасибо. Пожалуйста. Я всего лишь сообщил тебе эту новость. Решение было принято наверху. Удачи. Рад был помочь. Бежит. Что случится? Ну, там... Бежит. Как это может быть? Это ужасно. Они не могут тебя здесь держать. Ты же не виновата. Они всегда врать нас. Нет, все хорошо. Все прояснилось, и меня отпускают. Это хорошая новость. А что плохо? Марк Дарси определенно меня больше не любит. Вся беда в том, что это я бросила его. Он тебя обижать? Да, пожалуй. Мой парень меня обижать тоже. Мой тоже. И мой. И мой. И мой. Ну тогда вы все понимаете. Думаешь, что нашла своего мужчину. Потом видишь, сколько в нем минусов. А он видит, сколько минусов в тебе. И в результате все разваливается. Лучше не говори. Вот мой друг. Такой милый казаться. Но начать меня бить и выбрасывать на улице. А мой друг сказать любит меня. А сам нигде не работает. Меня работать заставлять круглые сутки. Заставлять делать уколы, героин. Ну, а твой бежит. Что натворит твой ужасный друг? Мой
Во-первых, он не помог мне на юридическом ужине. Во-вторых, он сворачивает... В общем, все то же самое. И бил, и пичкал меня наркотой, воровал мои деньги и все такое. Господи, какой же я оказалась дурой. Бежит? На прощание я решила сделать вам маленькие подарки. Мужчины с Марса? Женское исправительное учреждение. Если вы решили украсить свой дом, то у вас один выбор – Джон Карен. Он едва ли не единственный художник, который умеет рисовать. Как правило, все его картины весьма любопытны и аллегоричны, да и градус их извращенности весьма высок. В чем дело? Ты все видел? Стоп, кто это? Прошу прощения, это маниакальный поклонник. Отвали, Дарси, люди тут работают. Ты видел, как ее окружила полиция? Собаки, наручники и прочее? Брось, она взрослая девочка. Может о себе позаботиться. В последний раз тебя спрашиваю, ты все видел? В каком смысле в последний раз спрашиваешь? По-моему, на тебе нет парика и мантии. Значит, да. Да, я все видел. Не знаю, я подумал, она вывозит манго или что-то в этом роде. Понятно. Угу, хорошо. Может быть, выйдем? Ну вот еще глупости. Дарси, ты имеешь представление о том, в каком веке мы живем? Ты сам выйдешь или мне придется тебя тащить? Придется тащить, я думаю. Полиция нормальный! Воплощение низости! Не води меня за плечи! Я не хочу лезть в этот проклятый! Только вместе с тобой, занудные ублюдок! Нет, Ну что дальше? Утопишь меня в этом фонтане? Да. Господи, хватит! Тихо, 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 тихо. Слушай, хорошо. Хорошо. Я бросил ее в аэропорту. Я не должен был. Она сама связалась с Джедом. Я ее не соблазнял, понятно? Точно? Мне бы и не удалось. Она абсолютно холодна. Я провел ночь с тайской девочкой, которая на самом деле оказалась мальчиком. Ты доволен? Да. Спасибо. Один вопрос. Уж если ты без ума от Бриджит Джонс, почему ты на ней не женишься? Тогда я сумею ее соблазнить. Бриджит, посмотри сюда, милая, сюда! Тяжело пришлось. Бриджит, как вам тюрьме. удалось выжить? Вы не сидите в тайской тюрьме. Любой девушке, живущей в Лондоне одной, известно, как вести себя в трудной ситуации. Дорогая! Извини, что не писала. У меня было столько. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Чудно выглядишь. Отощала, конечно, но чудно. Спасибо. Как же хорошо дома. Сигаретка? Нет, спасибо. Я снова бросила. Жаль. Очень полезное изобретение. Меня успокаивает то, что они убьют меня прежде, чем моя жизнь станет совсем печальной. Да,
Дарси звонили и сказали, что очень рада за тебя. Я думала, что Марк приедет тебя встретить. Ты, видимо, забыла, что мы с ним расстались. Но вы помиритесь? Нет, сомневаюсь. Но поверь мне, в следующий раз я свой шанс не профакаю. Выбирай выражение. Прости. В следующий раз я его точно не профакаю. Мама. Trying to be misunderstood, but it doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. When it comes down, it all comes down, and you will not be found. When it's over, it's all over, even if I make a sound. Сюрприз! Сюрприз! Привет! Здравствуй. Здравствуй, дорогая. Бриджит, прости меня. Все нормально. Что ж, слава богу и Марку Дарси. Может, он и занудная задница, но парень сотворил чудо. Я думаю, что это преувеличение. Он скорее подходит на роль одного из злодеев. Самый лучший адвокат по правам человека доверил мое освобождение совсем другим людям. А сам был лишь добрым вестником. Кто это тебе сказал? Он сам. Сведения из первых уст. В таком случае эти уста солгали тебе. Я ему позвонила, как только вернулась в Лондон. Мы поехали к нему в офис, и спустя полчаса он поставил на уши 2 министров и треть MI5. Но они так и не сумели найти этого Джеда. Тогда Марк полетел в Интерпол. Который в Лионе. Они обнаружили Джеда в Дубае. Но так просто оттуда людей не выдают. Марк связался с министром внутренних дел, а тот, в свою очередь, с нашим послом. В Эр-Рияде. Потом Марк полетел в Дубай, опознал твоего Джеда, который после этого был задержан и выдворен из страны в Саудовскую Аравию, где Марк с полицией его уже ждал. Джед был арестован и выдан в Великобритании. Тогда Марк полетел в Бангкок, убедиться в том, что тебя они все-таки отпускают. Так он просто злился по поводу Дэниела Кливера. Наверное, он еще любит меня. Выходит, любит. Такси? Да, пожалуйста. Черт! Тигрица, хватай его! Удачи! Удачи! Я совсем забыла про вас. Извините, я только хотела сказать пару слов Марку. А он в офисе. Может, войдете? Ну, нет. Нет, наверное, не стоит. Я искренне надеюсь, что вы с ним будете счастливы. То есть? Вы с Марком. Я искренне надеюсь, что вы будете очень счастливы вместе. Нет, Бриджит, послушайте. Вы все неправильно поняли. Я в него не влюблена. Это невозможно. Я ведь как идиотка влюблена в другого человека. В другого? В вас, Бриджит. В меня? С той же секунды, как я увидела вас здесь, в дверях, той ночью, с растрепанными волосами. Вы не могли не заметить, я стараюсь скрывать свои чувства, но у меня ничего не получается.
Я думала, вы просто играете. Вы думаете, все мои взгляды игра? Я очень хотела с вами познакомиться. Рада была встрече. Большое спасибо. Это было чудесно. Просто чудесно. Но мужчины мне все же нравятся больше. И Марк Дарси в первую очередь. Я люблю его. Понятно. Но если я в какой-то момент решу метнуться, ну, в общем, в другую сторону, то только вы. И больше никто. Здравствуй, Джеймс. Здравствуй, Бриджит. Open up your eyes, then you realize here I stand, my everlasting love. Need you by my side, love to be my bride. You'll never be denied. Судебный Инны, пожалуйста. Понял. И как можно быстрее. Вам нравится этот наряд? Да, очень классно. Нет, только честно. Что вы скажете по поводу сочетания брюк и пиджака? Катастрофа. Тогда нам придется сделать небольшой крюк. Я вернусь буквально через пару секунд. Well, life really flows, no one really knows till someone's there to show the way to lasting love. Need love to last forever. Need love to last forever. О, нет. Вперед, Бриджит, вперед! Роскошно смотритесь. Спасибо. Сейчас это важно особенно. Как я выгляжу, совсем не важно. Это не главное. Извините, мне нужен мистер Дарси. Пойдете в арку, потом в здание по коридору налево. Большое спасибо. Я тебя люблю, любила и всегда буду любить. Ой, я вас не люблю и никогда не любила и не полюблю. Простите. Войдите. Здравствуй, Бриджит. Здравствуй, Марк. Прости. Я помешала тебе. Да, немного. Я тогда в коридоре посижу, подожду, пока ты закончишь. Нет, прошу вас. Говорите то, что вы хотели сказать. Мистер Сантьяго, министр торговли Перу, а мистер Эрнандес, его заместитель. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Чем мы можем помочь вам, дорогая? Ну, я только хотела сказать мистеру Дарси, что я знаю, какую потрясающую работу он проделал, чтобы вызволить меня из тюрьмы. Ничего ужасного, просто мелкое недоразумение, связанное с огромной партией кокаина. Еще мне бы хотелось сказать, тем более после того, как выяснилось, что его девушка оказалась лесбиянкой, что я люблю его. Всегда любила. И всегда буду. И что я свободна, если ему вдруг захочется пригласить меня на свидание. Ваша девушка лесбиянка? Я прошу нас извинить. Всего на пару секунд. Давай лучше выйдем. Это было не самое романтичное объяснение, которое мне доводилось слышать. Ну, может, в этом и романтика, что ее тут нет. То есть здесь не играет музыка, и снег не идет. Но ведь эти мелочи просто антураж. Только и всего. Ты права. Можно кое о чем тебя спросить? Если это не вопрос, хочу ли я выйти за тебя замуж? О, Господи, ты об этом хотел спросить? Теперь не спрошу, момент испорчен. Ты хотел спросить меня об этом? Вопросов нет. Нет, нет, что ты, вопросы есть. Погоди. Бриджит. Начни сначала. Начни сначала. Нет, нет, не буду, это... Мы только что вышли в коридор, и ты говоришь, я хочу задать тебе вопрос. Я ничего не отвечаю. И тогда ты спрашиваешь. Бриджит, ты выйдешь за меня замуж? Братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы объединить священными узами брака эту пару. Вы подтверждаете свою любовь друг к другу. Подтверждаю. Снова. А вы, Колин? Я тоже. Снова. Подтверждаю. Конечно. Тридцать 31 декабря. Подведение итогов года. Тюремный срок – 1. Лесбийский поцелуй – 1, но без языков. Количество сброшенных килограммов – 1. Количество потерянных и вновь приобретенных после крупного дипломатического скандала парней – 1. Предложение вступить в брак – 1. Блестящий год по всем показателям. И самый последний, когда Бриджит Джонс искала приключений на свою голову. Your love is king. Crown you in my heart. Your love is king. Never need to part. Your kiss is ring. Round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me.
I'm crying out for more. Your love is key. Crown you in my heart. Your love is key. Как видите, я наконец нашла человека, с которым моя история обрела счастливый конец. Я искренне считаю, что с таким мужчиной, как Марк Дарси, можно быть счастливой, несмотря на то, что тебе 33, и вместо задницы шары для боулинга.